The music used in this video belongs to their respective owners, who own the copyrights to the compositions. I, as the creator of this video, do not own the rights to this music. This video is made solely for educational purposes and to showcase the beauty of the music of foreign artists. No copyright infringement is intended, and all materials used in this video are used under the fair use doctrine of copyright law. If any copyright owner has an issue with the use of their material in this video, please contact me so that we can resolve any issues. У нас будет трек с легендой кранк-музыки, с Джей Бо. Этот проект поставил Беларусь на карту мирового хип-хапа однозначно. Во что это перерастет и с кем вообще этот альбом будет совместно сделан, я еще не предполагал. Так как сделали мы, с Big Grant'ом не делал никто. Меня зовут Леха, я из Минска, Беларусь. Я могу вам быть более известен как Double Mint. Certified Crunk Boy. Делаем первый кранк в Европе. Ищебой Big Grant или просто Артем, 30 лет, Беларусь, город Молодечно, в игре уже лет 15. Big Grant getting as high as a drum. Big Long name and destination unknown. Big booty girl when it's man my cologne. Big money making blowing up my phone. Родился я в городе Молодечно и все детство я провел там. Вот, ходил в обычную школу. Короче, ничего необычного не было в моем детстве. Я особо ничем не занимался. Там до 13 лет пошел в спортзал, начал заниматься спортом. Это уже стало неотъемлемой частью моей жизни. Вообще я родился в Петропавловске-Камчатском. Это достаточно далеко, это в принципе ближе к Штатам, чем к Беларуси, где я потом уже жил. Вот, какое-то время мы пожили с мамой в Петропавловске-Камчатском. После этого мы вынуждены были улететь оттуда и обосновались уже в Беларуси, где жила бабушка. У нас, кстати, мама всегда мечтала, чтобы я танцевал, поэтому, короче, она предложила мне такой вариант с 1 по 3 класс пойти в хореографическую школу, то есть это там, где учат балету и всему остальному, но как-то не задалось, и я после этого перешел в лингвистическую, в класс английского языка. С рэп-музыкой меня познакомил двоюродный брат. Он мне дал тейп какой-то старый. Там была чисто классика американского хип-хопа. Наверное, если по этапам брать детство, там, начало 2000-х, мне нравился сначала DMX, очень меня вдохновлял. С Ja Rule, да. Потом я познакомился с кранк-музыкой, соответственно, Lil Jon, да, для меня там был прям вообще идол, да. Все чуваки, у которых была группа подачи, мне всегда нравились. Я любил прям такой хардкор. И вот мой стиль прям рос на их музыке. А как конкретно с кранк-музыкой познакомился, честно, не помню. Я помню, это был, наверное, 2005 год, 2004 год, наверное. Но это было параллельно, я познакомился с Пастор Троем и Lil Jon'ом, и East Side Boys. То есть, вот, ну, и все вот это параллельно было, и я так, бац, эту волну поймал, и такой, ух, прикольно, прикольно. И начал делать что-то похожее. Это 100% был Lil Jon and the East Side Boys. Это 100%. Я помню то, что вообще, в принципе, в Беларуси было очень сложно найти какую-то кранк-музыку. То есть на тот момент ты просто покупал то, что стоит на полках в магазинах, ну и как бы никого там особо не волновало. Это кранк, не кранк, то есть тогда только появился интернет, и мы вообще ходили в интернет-клубы, в принципе, качать какую-то музыку просто. Тратили на это какие-то, ну, все свои сбережения, которые у нас на тот момент были, сидели по 6 часов, качали там один трек по 40 минут, короче, и нам удавалось вообще что-то слушать параллельно от того, как вот, допустим, все мои одноклассники слушали 50 Цента, Эминема, там, Снуп Дога, то есть мы слушали что-то свое. Я слушал, в принципе, музыку всю свою жизнь, рэп-музыку. В основном я слушал Dirty South музыку, кранк-музыку, и я помню то, что тогда был 2005 год, только вышел трек Laffy Taffy от D4L.
И я тогда впервые подумал, оу, щит, я тоже могу сделать это своими руками. Так еще все совпало, то, что я тогда пришел к сыну маминой подруги, скажем так, это было на самом деле так, и у него было FL Studio. На тот момент, я не помню, какая, 5-я или 4-я, это типа, ну, было очень давно. И меня вообще приколола возможность, то, что ты можешь на компьютере, пускай на тот момент не очень мощном, делать какую-то музыку сам. То есть я, как именно тогда мои первые биты я начинал делать в стиле D4L, Laffy Taffy, то есть тун-тун-тун-тун-тун-тун. Какие-то самые простые, и пытался на них читать на английском, но это было, конечно, очень смешно. Ребятами мы первую группу вообще сколотили еще, наверное, в году 2007-2006, что-то типа того. То есть мы пытались просто делать какой-то рэп, похожий на то, что делали тогда в Атланте, то, что делали тогда в Техасе, то есть Dirty South, какие-то прикольные синты, лиды, то есть миксовать это по-своему. Конечно же, мы очень жестко косили под американцев, под американский рэп, но, блин, мы тогда делали то, что мы могли, и нам это очень нравилось. Мы выступали какое-то время, но на самом деле концерты были достаточно немногочисленны. Всем больше нравился old school, то есть обычно, если мы приходили на концерт, где мы делали кранк или что-то похожее на вообще Dirty South музыку, все больше качали под old school. Под нас как бы, ну, все либо не понимали, либо такие, блин, ну, типа, что это не рэп, типа, ну, то есть это уже было тогда. Ну, как бы, блин, это не мешало. На самом деле я делал музыку во всех стилях, в принципе, то есть когда и мне и old school нравился, я делал и трэп, но все-таки я понял то, что нужно делать то, к чему лежит сердце, и это на самом деле кранк-музыка. Первый трек мы записали, и тогда еще в составе группы, у меня была группа Warriors. Я был еще чувак, Майк. Вот мы с ним делали типа Dirty South, Кранк, и он еще делал Old School. Записали первый трек в 2008 году, нам было по лет 15, наверное, по 16. Записали чистый кранк, чисто кранк. Первый самый трек. И, короче, этот трек попал на сборник 2008 года, на какой-то белорусский рэп-сборник, я не помню уже название, и вошел в топ-3. Тогда был там Ян Дог, типа, у нас вот этот трек, а там был Дисней Ян Дог. Короче, попал в тройку лучших треков тогда. Еще первый трек, типа, все говорили, о, прикольно, пацаны, типа, делают. Потом, через год мы с пацанами основали клан, типа, 773 клан. Короче, туда входило рэперов, наверное, 13. И у нас, короче, был репрезент, чисто 13 МС за каждым, делали куплеты. И, короче, мой куплет тоже там оказался самым бодрым, короче. Вот. Ну, дальше у нас как-то с пацанами не срослось из-за разногласий во вкусах в музыке. Мы хотели немножко делать новую школу, там, больше кранк, Dirty South, они делали old school, поэтому мы сепарировались. В то время, это, наверное, 2008-2009 год, там уровню моего эгоцентризма мог бы Макгрегор позавидовать. У меня прям тогда была нездоровая самооценка в плане музыки, я считал себя реально крутым. Ну, как бы я прикольно делал на то время, ладно уже, чего скромничать-то. В году, наверное, 2011-2010 я записал трек Dirty South Santa с D-Smooth. Я никогда напрямую не выходил на контакт с американскими артистами. А с D-Smooth меня познакомил мой битмарь, кореш. Он делал крутые биты, Dirty South, кранк биты. И, короче, он постоянно с американцами, со всеми ребятами, кто в игре держал связь. И говорит, типа, я могу вас свести, если все будет good, запишите совместку. Ну, он просто нас познакомил, и вот, и, короче, я просто заслал ему бит, он через 2 дня, по-моему, буквально скинул мне куплет уже, без проблем. Я помню на самом деле то, что в первый раз о кранк-музыке я услышал вообще, в принципе, когда я зашел в игру Need for Speed Underground первую, и там открывается, то есть экран загрузки, и, блин, звучал трек Get Low от Lil Jon и The E and Twins. Естественно, я просто сразу же,
как только появилась возможность выхода в интернет, я начал гуглить другие треки вообще этих исполнителей. Так, в принципе, это, наверное, они и стали теми, кто повлиял на мой вкус. То есть я помню случай из школы, я был во 2 классе, мне одна подруга дала CD-плеер, и у меня были какие-то диски в MP3 записанные, скачанные из интернета, там альбомов Crank Juice 2004 года и Me and My Brother от Ying Yang Twins. И я просто подходил к девчонкам, там, ну, прикинь, поскольку нам, я не знаю, там, по 9-10 лет, типа, я им просто давал слушать, они такие, они вообще не всекали, не понимали, типа, что происходит, а я там просто хожу, там, ну, это было очень круто. С того времени я могу выделить, легко выделить 5 альбомов, которые повлияли вообще тогда, в принципе, на мое восприятие кранка и, в принципе, хип-хапа в целом. Ну, во-первых, первые 2 места однозначно занимают Crank Juice и Kings of Crank от Lil Jon and the A$AP Boys, Me and My Brother от Ying Yang Twins, также USA, United States of Atlanta от Ying Yang Twins тоже, и от Youngbloods, конечно же, будет Drinking Petness, но и 6-м, но не последним обязательно будет Trillville и Lil Scrappy Welcome to Trillville. Это их дебютный альбом, на котором, в принципе, был такой двойной альбом для Lil Scrappy и для Trillville. В принципе, это было на самом деле такое одно из сильнейших формирований тогда, того времени. С тем, как я рос, я продолжал заниматься рэпом, очень много знакомых каких-то ребят, с которыми у нас были какие-то творческие объединения, группы. Они переставали этим заниматься по разным причинам, то есть я как бы в принципе старался продолжать делать то, что я делаю. Вот. Больше старался в какие-то годы, я больше продюсировал, в какие-то годы больше именно занимался развитием англоязычных именно треков, то есть я начал писать на английском языке. Мне почему-то, ну, то есть я могу даже рассказать небольшую историю. Мы один раз поехали на мой день рождения в Вильнюс, и в хостеле, в котором мы проживали, то есть мы постоянно вечером выбирались куда-то потусоваться, но один из вечеров мы остались в хостеле, потому что там была такая хип-хоп вечеринка, скажем, и очень была крутая атмосфера, то есть я подумал, блин, как классно было бы вот просто сейчас взять, типа, ну, открытый микрофон и выступить, но я понял то, что мои русские треки навряд ли литовская молодежь как бы заценит и поймет, и я подумал, блин, было бы вообще круто начать писать на английском языке, чтобы меня, в принципе, понимали не только в Литве и в Беларуси, и в России, а, в принципе, по всему миру. То есть тогда и пришла идея того, что можно начинать углубляться именно в английский рэп. Вот. Я перепробовал кучу профессий, по итогу остановился на барберинге. Вот. Реально считаю, что это классная профессия для человека, у которого творческий, то есть она, в принципе, позволяет зарабатывать неплохие деньги, при том, что ты занимаешься тем, что любишь, и создаешь что-то прекрасное. Закончил я свой технический колледж по специальности мастер строитель. Ну, короче, мастер на стройке, типа прораб. Пошел 2 года отрабатывать отработку, типа на стройке, работать рабочим. Там, типа. Работал так 1,5 года, работал, понял, что это не мое. Ну, я работал, кстати, со своим отцом, у меня отец уже в строительстве 40 лет, он уже прораб 40 лет. И я работал с ним тогда на то время, типа, и как бы жесткий контроль был отцовский, потому что, типа, я работаю с ним, он там руководитель, типа, главный, и надо всем показать, что, типа, он не по блату здесь находится. Ну, поработал так с батей 1,5 года на стройке и понял, что нет, что-то все-таки мое это entertainment. И улетел в Китай. Улетел в Китай, моя знакомая была в Китае, работала в Go-Go. Предложила мне, ну, хочешь, в Китае можно поработать MC. Типа, говорит, ты же там рэпер, ты же читаешь рэп, можешь MC поработать. Я такой, ну, прикольно, это был 2014 год. И все, короче, получилось так, что я улетел в Китай. Впоследствии проработал MC в Китае 6 лет. До пандемии.
я находился в Китае, периодически прилетал, работал. Основная моя работа была это MC в клубе, я просто разваливал площадки, фестивали. В Китае я был самый дорогой белый MC. Я себя позиционировал очень типа крутым, ну делал круто, работал круто, и поэтому у меня был высокий прайс. Я хорошо себя чувствовал, типа. Ну, я музыкой особо не занимался, писал треки, ну, очень редко. Ушел чисто в МС, 6 лет работал в МС. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Get ready. Get ready. Say 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. С Double мы познакомились в 2018 году. Я помню, тогда прилетел с Китая на пару месяцев. Встретился тогда, помню, с Лилом в барбершопе. И в барбершопе познакомились с Double Mint. Типа он сразу там врубил несколько треков, мы прокачались, там просто все вышли уже в барбершопе. Барбершоп закрывался, мы там прогнали все треки прикольные. С Биг Грантом я познакомился как раз-таки в барбершопе. Нас познакомил Лилайс, шараут Лилайс. Свой среди гостей, эй, на записи мой день, ты знаешь. И вот в один день он приходит с Биг Грантом. Я как бы в принципе знал о Биг Гранте, о Тёме до этой встречи. Я слушал его треки, когда я, скажем так, был малым и писал вообще сам бог весть что. У Гранта реально был на тот момент такой, его называли белорусским Лил Джоном, да, то есть у него был такой прям голос, у него были очень сочные треки, и, ну, короче, блин, я знал, что это очень крутой чувак, вот, и когда мы, короче, познакомились, мы поболтали о Китае, Тёма рассказал и показал мне видосы вообще того, как он заводит там целые залы, это просто нереально для меня, я до сих пор просто смотрю, и я не понимаю вообще, ну, то, что это, блин, это реальность, это вообще, это было каждый выходной в его жизни, это мощно, конечно, такая энергетика, вау. Вот, и после этого очень долгое время, то есть мы не виделись вообще с ним. Тёма написал мне где-то в конце 2019 года, предложил поработать там над треком, у него выходил EDM стиле, то есть мы поработали над текстом, получилось очень даже сносно. В тот момент мне пришла идея в голову о том, что нужно сделать вообще что-нибудь связанное с Кранком, с Артемом, с Биг Грантом. Я помню, как произошел день, в который я понял, то, что мне нужно сделать Кранк. То есть я проснулся, я обычно, ну там, например, окей, иду в туалет, беру телефон в руки, открываю Инстаграм, и мне тогда попался пост Лил Джона. Типа я что-то угорнул, было какое-то прикольное видео под классную музыку, я такой, вау, типа да, прикольно. Потом начал листать сторисы, и там один чувак типа ехал, ну, мой знакомый из Беларуси, ехал и слушал там тоже Лил Джона, и говорит, блин, ребята, Кранк музыка, там типа, блин, еще вернется, я вам типа отвечаю, типа все. И Грант постит какую-то сторис в этот же день, типа, в которой просто, ну, типа, что-то там про Кранк, короче. Я, короче, пощу у себя сторис о том, что я делаю Кранк-альбом. Мне на это сразу же отписывает Биг Грант, говорит, бро, ты что, типа, прикалываешься? Кранк-альбом, давай, типа, давай вместе попробуем сделать что-нибудь. Мы в 2019 году в конце он выставил сторис, типа, что я там делаю Кранк-альбом, и какая-то демка была. Я такой думаю, чё, чувак, Кранк, мы должны сделать это вместе, потому что я тоже все детство, начиная все мое сознательное детство, я слушал Кранк. И типа, я говорю, ну давай сделаем, типа, что-то совместное. Леха сразу же ответил, говорит, давай, типа, чувак, типа, давай будем что-нибудь мутить. Вот. И так началось наше сотрудничество дистанционно. Почему именно Кранк? Ну, не всегда возвращаешься к истокам. Это музыка прям моего детства, да. И всегда фанател именно от Кранк-музыки. И мечтал записать альбом в Кранк-стиле. Я писал несколько микстейпов, но так я ничего и не дропнул за все время, да. Мне хотелось сделать полноценный проект,
и его выпустить. Это было моей мечтой прям. И я хотел кранк-музыку, именно кранк-стиль. И все так подвернуло, что с Лехой мы скинтовались, и у нас взгляды сошлись в этом. Первый трек, который мы записали с Big Grant'ом, это был Big Shrimp. Like dolphins, shit around your neck ain't look like diamonds. Big shrimp on my plate look like dolphins. Я не буду скрывать. В тот момент я сидел и думал вообще, каким я вижу вот свой кранк, который я типа сделал кранком. Потому что как бы, идея пришла, а как ее реализовать было вообще непонятно до самого конца. Пришел домой, у меня еще был мой старый комп, на котором просто около 150 гигабайт именно музыки 90-х и 2000-х, 2010-х, можно сказать, когда формировался именно кранк, трэп и все вот это вот происходило. Я сел и переслушал старые альбомы, я наткнулся на трек Lil Scrappy «No Problem». И я подумал, блин, пианино и свист, надо сделать что-то подобное, короче. Я начал разгонять эту тему, получилось достаточно неплохо. Но это не было достаточно жестко, то есть я понимал, когда я скидывал Гранту, что нужно, чтобы что-то еще было круче, вот. Первый трек с Лехой мы записали Big Shrimp. Ой, это было просто опасное дерьмо. Типа, он пригласил панков, чтобы они прописали гитары. Это прям жесткая такая тема получилась. Короче, по итогу мы просто сделали трек, и Леха сказал, блин, чувак, давай делать альбом полноценный, потому что, нужно делать. На тот момент мы плотно общались с ребятами, которые играли на инструментах, играли на гитарах, и мне просто пришла идея, что можно, в принципе, не придумывать велосипед, а сделать то, например, что мне очень нравилось на альбомах Lil Jon, то есть когда он скрещивал рок-н-ролл, панк-рок и хип-хоп, то есть кранк-музыку. В принципе, тогда мы просто взяли, наиграли аккорды, сделали их максимально грязными. Я скинул Гранту, он просто отписал мне, что «Бро, это что-то нереальное, давай делать, я сегодня же запишу, поору, так скажем, нормально, вот». То, что он мне скинул, я просто был в шоке, если честно. То есть такой энергетики я реально не чувствовал вообще очень давно. Но я помню то, что я приехал тогда, показал Али, мы просто были в шоке. Я сразу же написал Тёмычу, что да, нам нужно работать над альбомом, и давай это будет наш совместный альбом. Следующие все треки мы писали, естественно, дистанционно, потому что Леха находится в Польше, а я нахожусь сейчас в России. И поэтому у нас не было возможности как-то скооперироваться и записать что-то вместе. Поэтому нам приходилось работать дистанционно, все вопросы обсуждать дистанционно, да? Делать какие-то решения в плане творчества тоже дистанционно. Но у нас это круто получилось, это вылилось в полноценный проект, который мы дропнули несколько месяцев назад. Изначально, когда я, в принципе, задумывался о том, как мы это будем делать, у меня не было четкого плана, но я просто для себя понимал, что я точно не хочу подстраиваться под волну, которая была на тот момент в хип-хапе, читать про гэнгста, убийства, наркотики и все остальное, потому что я этим не являюсь, и я могу подражать кому-то, но если я хочу сделать что-то свое, это не знаю, это будет слабо меня отражать, поэтому выбор пал на кранк-музыку, потому что это тот самый стиль музыки, который до сих пор продолжает играть в клубах, призывает просто к тому, что нужно отрываться, пить шоты, тусоваться, курить, делать все, что хочешь, get crunk. И у нас была та энергетика, и несмотря на то, что мы не были вместе, то есть у нас получалось от трека к треку совершенствовать свои какие-то умения, реализовывать поставленные задачи и цели, и, в принципе, делать что-то сносное. В ранние годы развития кранк-музыки было очень слабо развит интернет, и это был переходный такой момент от
как бы скажем, физических копий дисков в музыку в цифровом ее виде, в котором мы сейчас понимаем. То есть и очень много музыки в тот момент было недосягаемо для нас, когда мы находились в Беларуси, в России, еще где-то без интернета. То есть она была спокойно доступна всем, кто живет в Соединенных Штатах. Они приходили в любой магазин, брали диск любого исполнителя. У нас такой возможности не было, поэтому как бы, ну, очень малое количество людей, даже каких-то людей, которые любят хип-хоп, они слышали большое количество кранка, слышали тех исполнителей. А я считаю, то, что люди должны услышать в принципе, те альбомы тех исполнителей, которые положили начало с таким стилем, как трэп-музыка, который напрямую вышел из кранка. Его осваивали кранк-исполнители, которые на тот момент были очень популярны. И я считаю, то, что у такой музыки, как кранк, с такой энергетикой должно еще быть как минимум второе пришествие уже с совершенно новыми лицами, вот, и с новым витком для стиля хип-хоп. С чего начался этот проект в таком виде, в котором он как бы, ну, есть сейчас? Это большое количество легенд южного звука, в первую очередь кранк-музыки, Don P, Strillville. Шон Пи и Джей Бой из Young Bloods. K-Rap, основатель снэп-музыки, создатель хитов Laffy Taffy, I'm the Man и так далее. Само осознание того, что мы с Big Grant'ом будем на каждом треке вот просто делать это мясо, делать просто этот стиль, я просто, ну, офигевал с этого. И я тогда помню то, что мы сидели у меня на кухне, и я просто типа рассказываю, показываю знакомым просто кран какие-то треки, и они говорят, так, слушай, вот и мы слушаем на тот момент Young Bloods Damn. И они говорят, слушай, ну вот с этими чуваками конкретно что? То есть вот где они, что они вообще? Сейчас их можно найти где-нибудь? Я начинаю забивать. Шона Пи я не нахожу сразу. Он был подписан Шон Пи Ист. Но я нахожу Джей Бо. И у него было на тот момент около 8000 подписчиков. И чувак говорит, блин, бро, обязательно напиши, типа, напиши ему, что ты, типа, делаешь кранк-альбом, типа, ну, это же прикольно, у него 8000, он по-любому прочитает. Я смотрю, у него там, знаешь, типа, около 20-30 комментариев. Я сидел весь вечер, думал, какое же ему письмо написать. То есть я ему написал письмо, где я расписал, что вот, я, Big Grant, мы парни из Беларуси, ты, наверное, не знаешь, где это недалеко от России, но вот мы очень любим кранк, мы любим твою музыку, и мы все время хотели вот что-то такое вот сделать. И вот сейчас у нас есть возможность просто написать себе. В общем, я написал ему такое трогательное немного письмо. Он его сразу же прочитал, как мы ответили. То есть я ему еще написал коммент под фотографией первой, мол, типа, проверь DM. Он сразу же ответил. Вот, и мы начали общаться с ним. С самого начала мне было очень сложно даже в каких-то моментах понимать такие... Он мне очень коротко отвечал, знаешь, такими вот просто фразами, которые просто, ну... Это сленг, то есть мне приходилось гуглить вообще, как это переводится, что он именно имел в виду. Когда я переспрашивал, я такой думал, блин, не глупо ли я выгляжу, что постоянно что-то переспрашиваю. Я звонил чуваку, с которым, типа, ну, вот мы изначально сидели на кухне, и он предложил вообще все это замутить. И спрашивал там, а вот это нормально ответить, а вот это нормально ответить, короче. Но постепенно мы, как бы... двигались с ним в направлении того, что он сказал, да, без проблем, скидывай бит. Я ему скинул бит на What You Waiting For, сказал, без проблем, я сделаю.
В тот же день, получается, мы были с моей женой тогда в торговом центре, и мне просто приходит оповещение на Инстаграм, что он мне пишет: «Йоу, бро, как твой никнейм? Я хочу упомянуть тебя в куплете, вот, и хочу, чтобы максимально аутентично звучало». Я пишу, что Doublemint, и он буквально через час скидывает мне куплет, и там была фраза «Me and Doublemint we up», которая потом стала вообще моим продюсер-тегом. То есть у меня продюсер-тег от J-Bo из Youngblood, shout-out. J-Bo, спасибо большое, это очень классно. Gone with the fuck shit. Believe me, you ain't ready. Me and Doublemint, we up, Now what bitch. you waiting? What you waiting for? Going crazy, keep going. What you waiting for? Я помню, как-то утром Doublemint звонит мне и говорит: чувак, у меня есть такая новость для тебя, ты офигеешь. Я говорю: типа, что случилось? Он говорит: у нас будет трек с легендой кранк-музыки, с J-Bo. Я такой думаю: опа, прикольный чувак. Ребята, релиз состоялся. Трек What You Waiting For уже на всех цифровых платформах, поэтому, пожалуйста, мне нужен каждый из вас. Заходите и стримьте, слушайте, делитесь сейчас. Ссылка в описании. What you standing for? What you waiting for? What you waiting? Going crazy, bitch. Let me see you shake your hoe, shake your hoe. Yeah, we put 'em on, still begin strong. Y'all waiting on, we about to turn it up. Всеми, короче, за все фиты на альбоме, которые у нас есть, отвечает Леха, потому что он на коннекте со всеми американцами, со всеми чуваками, кто сейчас в игре. Я там не приложил вообще никаких усилий в этом плане, все курирует Леха. И за это ему огромнейший респект, потому что чувак красавчик, тащит прям мощно. J-Bo из Youngbloods. У меня на альбоме будет Sean P из Youngbloods. Недавно скидывал и в сторис наш новый трек. И также хочу вам сообщить, что сегодня на меня подписался Пити Пабло, motherfucking legend, который писал трек Goody с Сиарой. У нас тоже с ним будет совместное дерьмо. Поэтому просто не отключайтесь, следите за тем, как мы растем, следите за тем, как мы меняем игру. Йоу! Дальнейшая работа над альбомом Watermelon Sugar была достаточно интересной. Я понимал то, что надо встретиться с Артемом, но сперва ковид, а потом и дальнейшая ситуация в мире не сильно дала нам возможность встретиться и работать так, как мы хотим, выступать, например, на каких-либо вечеринках и так далее. То есть он находился либо в Беларуси, либо в Москве, я находился в Польше. Дальнейшая наша работа была полностью по интернету, мы просто переписывали, скидывали друг другу демки, искали возможные варианты, это как-то продвинуть, кому-то написать, сделать какой-нибудь новый фит и, в принципе, таким образом продолжать писать альбом. Всем доброе утро, не обращайте внимания, пожалуйста, на мой вид утренний. Я проснулся и узнал замечательную новость. Во-первых, Don P из Trillville записался тоже к нам на альбом. Yeah, Mint, Doublemint, nigga. Yeah, two. I see him looking. I see how niggas looking. Yeah, I see him looking, but they ain't gon' do shit. А вторая, лично я продюсирую для него весь кранк-альбом классического звучания. У него будет сольный альбом, полностью спродюсированный от Doublemint. And you don't fuck with it, bitch. Леха отвечал в основном всегда за всех американцев на фитах. Мне делегировал возможность найти кого-то из наших ребят и подтянуть на альбом, кто-нибудь тоже делает музло на английском и в похожем стиле или в нашем стиле, и давай сделаем что-нибудь совместное. И я такой, начал мониторить, с кем можно сделать совместный трек с русских. И такой смотрю, опа, и вспомнил, что есть такой чувак крутой, сам с Владивостока, сейчас в Москве, Марк Маркус. И мы с ним близко никогда не общались. Я еще лет, наверное, 12 назад, когда он начал выпускать свои альбомы, дропать. У него было очень прикольное музло, R&B на английском. Мне очень нравилось, и я таким, был его фанатом, можно это так сказать.
Мы с ним не общались, просто там отвечали друг другу. Я говорил, там классный трек, я тоже делал музлом, я тоже что-то заценивал. Мы особо не общались. Но я ему написал, скинул пару демок с Double Mint, сказал, чувак, вот мы пишем кранк-альбом, не хочешь ли ты поучаствовать, что-нибудь сделать с нами крутое в кранк-стиле? И на удивление Марк мне сразу же ответил и большим таким письмом сказал, чувак, да я тебя помню, да, мы там с тобой не особо общались, но там все равно коннект какой-то держали. Он говорит, конечно же, я поучаствую, классно, крутые демки, вы красавчики, и все. И началась работа с Марком. В то время, там буквально, может, месяц, там, полтора позже, я переехал в Москву, я стал участником телепроекта «Дом-2», являюсь им по сей день. Вот, и переехал я в Москву, соответственно, у меня была возможность видеться с Марком в плане что-то снять, что-то записать в плане музыки, вот, и он приходил на проект, мы выступали там с One Night Stand на Новый год. На гонке, который по телеку крутился. В каком-то плане можно сказать то, что мы сделали тогда этот релиз первыми в Беларуси, то есть никто не выпускал с исполнителями подобного уровня треков из Беларуси, то есть кто-то делал продакшн. Вот, шараут Skittles, я знаю то, что мы с ним разговаривали в Минске перед моим отъездом в Польшу, он рассказывал, как он с Project Pat'ом переписывался, засылал ему биты, это все очень круто. Но так как сделали мы, с Big Grant'ом не делал никто, поэтому для меня это был один из самых важных моментов. Также релиз второго трека с Марк Маркузом, One Night Stand, потому что, в принципе, Тёма тогда как раз пошел на проект Дом-2, и мы сделали тогда очень мощное промо, мы сделали крутые прослушивания. Это в первый раз в моей жизни, в принципе, было, когда люди по-настоящему слушали, им нравилось, они отписывали, то есть было очень-очень-очень позитивное, прям позитивный фидбэк. One Night Stand is out now, guys. Yeah, let's get it. Let's get it. One Night Stand is out now on all platforms. Click link in bio. Take it to the place to fall. Baby, call me in the midnight and we go fly. I got access to kiss you all night. We make some fire. But it's a one night stand. One night stand. Hey, this bitch shawty, wait. Put your hands on the knees, girl, walk the way. Now shake, 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 shake. Now one. Okay. Shawty got a man, but he looks so lean. Тоже очень классно осознавать, что каким-то образом, каждый из исполнителей, с которыми я переписывался, он не знал о том, где находится Беларусь, поэтому очень классно было, реально рассказывать с большего как-то им, просто там, не знаю, скидывал скрин, типа, вот мы рядом с Россией маленькие, типа, они не слышали, они не знают, поэтому в каком-то плане я считаю, что реально этот проект поставил Беларусь на карту мирового хип-хапа однозначно. Это исторический проект. На самом деле написание альбома совпало просто с нашим переездом в Польшу. В принципе, с ним было связано очень много моментов. Но с большего хочу сказать то, что, конечно, мы живем в городе Познань. Это невероятный город, очень тихий, очень расположенный к творческим людям. Поэтому я просто находился, можно сказать, в такой фабуле, в которой просто постоянно работал, ничего меня не отвлекало. Мы с моей женой, это отличная команда, мы постоянно действуем в сцепке и идем к своей цели. Поэтому, в принципе, мы все это делали уже рассчитывая на определенные результаты. Топ-3 трека с альбома я бы выделил, безусловно, Some More. Leave Me Alone. И Swerving Like a Fool.
like a fool, ride dirt. With that Glock extendo 9-hole third. Ride dirt, ride dirt. Даже последний он мой, на самом деле, самый любимый. Он такой чисто for players. Такой душевный, как по мне, трек. И прям мне он нравится больше всего. Хотя он не является прям хитовым, там, да, противоречивый где-то, да. Ну, лично мне он очень нравится. На альбоме я бы выделил, наверное, 3 песни. Первая — это What You Waiting For, потому что она все-таки стала первой, с которой мы поняли, что все реально. То есть то, что обычные ребята из Беларуси реально могут записать. Фичеринг с легендами из Атланты. То есть у меня в тот момент, ну, просто перевернулось вообще какое-то мировоззрение. Я понял то, что реально, как бы, ну, сделать все, что ты можешь придумать. И, как бы, в принципе, от этого мы и старались действовать. Также Get Crunk, первый мой фичеринг с Шоном Пи. И в тот момент, я помню, когда мы записали What You Waiting For, я всем показывал клипы Young Bloods и говорил: вот этот чувак, который читает второй там, или вот этот вот в этом треке. Они говорят: а вот первый, а с первым ты списывался, а с первым ты не хочешь, типа, сделать? И вот уже буквально через месяц у нас есть трек, и типа с Шоном Пи, это, ну, просто был тогда взрыв эмоций. If you feeling this shit, get crunk, get crunk, get crunk, get crunk. Riding through the city with a chop, with a chop. You play with me and you gon' need to see a dog, Spin the block and now I'm looking for the ops, for the ops. Вот, и третий трек — это Leave Me Alone. Да, чел, вот это дерьмо бежит. Мы тогда были в путешествии, и я открыл телефон. Там было первое видео именно с таким мемом Leave Me Alone. Leave me alone, please leave me alone. Leave me alone, please leave me alone. Leave me alone, please leave me alone. И сразу же пришло мне в голову, я наложил на него бит, переслушал несколько раз и понял то, что нужно сделать такой засэмплированный трек, в принципе, из чего и родился Leave Me Alone. Сказать, что где-то было трудно, определенные трудности появлялись как бы по проекту, но, наверное, это все-таки был white collar, потому что очень сложно мне достались дорожки на гитару, которые мы записали. Me and Double Mint, we up, bitch. А потом было сложно их немножко забрать. И было 4 MC на одном треке. Все присылали разные файлы, они были разного качества, и нам приходилось очень серьезно поработать, чтобы все это звучало, как будто мы все встретились в одном месте и сделали эту песню. Свой 29-й день рождения, я помню, у меня появился новый компьютер. Скажем так, закрылась история, потому что весь полностью альбом, кроме одного трека, я написал на старом компьютере, на котором я работал еще в Беларуси. Вот. Он, в принципе, хранит все проекты. У меня появился новый компьютер, было утро моего дня рождения, я открыл проект и написал трек, который назвал Happy Birthday. И это был бит для Some More. Хочу кинуть шараут всем исполнителям, которые принимали
участие на альбоме Watermelon Sugar. Отдельное спасибо хочу сказать Дону Пи, потому что наш коннект с ним завязался очень так спонтанно. Мы прям вот на фоне музыки с ним очень много общались. Я скидывал ему много битов, много треков. Это очень круто понимает то, что такого уровня исполнителей, люди, которые в принципе были у истоков развития кранк-музыки, сейчас кидают шараут и не знаю, где находится страна, из которой мы пришли, все равно типа рады, что это дело живет, а мы его продолжаем. Помимо таких исполнителей, как Youngbloods, K-Rap, Don P, мы поработали также с многими молодыми исполнителями, в основном с юга США, из Флориды, из Джорджии. Очень хочется вообще всем кинуть отдельный респект, потому что я всем писал, просто находясь, ну, реально там, буквально у меня было 100-200 подписчиков, и просто всем скидывал демки, говорил, блин, мы должны сделать этот кранк-щит. И очень многие поддержали просто потому, что, ну, блин, это круто. На самом деле, всем большое спасибо за это. Лично я не думал, какого масштаба вообще будет проект. Ну, просто думал, закрою гештальтик, сделаю кранк-альбом, как всегда хотел. А во что это перерастет и с кем вообще этот альбом будет совместно сделан, ну, я еще не предполагал. Я просто думал, мы будем делать кранк и никого не привлекать. То есть не масштабировать все это движение. Когда все пошло как по маслу, и Леха каждую неделю говорил, что у нас будет фит с тем, кого я в детстве слушал, когда играл в Need for Speed Underground, и на нем звучали треки этих чуваков, и впоследствии у нас с ними треки. Ну, конечно, я был в шоке, да. Поменялось очень много всего. Во-первых, мы научились многим моментам, связанным с музыкальным маркетингом. Я с большего понял, как вообще работает эта индустрия, что можно делать, что можно пробовать. Как бы мы начали абсолютно по-другому смотреть и подходить к написанию материала. Мы начали делать более качественные клипы. Однозначно мы получили больше знакомств и сейчас планируем как бы дальнейшие свои шаги уже абсолютно на новые горизонты, потому что мы понимаем, что все возможно. И в принципе прошлые 2 года дают нам это понять, что если ты хочешь, если ты реально ставишь себе какую-то цель, и у тебя есть план, ты сможешь этого добиться. Watermelon Sugar is out now, and if you ain't heard it yet, then you need to do it right motherfucking now. Keep growing. Во-первых, закрылся гештальт, я выпустил альбом, кранк-альбом, который всегда хотел. И когда мы получили фидбэк, крутой фидбэк от аудитории, и основная аудитория, которая слушала альбом, это англоговорящая аудитория. У нас даже на русских площадках нашего альбома не было. Вот. Получили классный фидбэк, достаточно прослушиваний на Spotify на одном только около 300 тысяч. Поэтому как бы мы замотивировались этим, то, что ту музыку слушают, и слушатель есть, которому нравится, и который дает положительный фидбэк. Большая мечта — это поработать с Лил Джоном, с королем кранка. Я очень сильно старался достучаться к Лил Джону, к самому первому. Я писал ему миллион писем, просто мне отвечали многие, но Лил Джон мне не отвечал. Один раз он меня репостнул. У нас открылся диалог. Гранта тоже, кстати, репостил Лил Джон, именно как он там взрывал в Китае клуб, это было просто что-то нереальное. Вот, и я ему смог, в принципе, то есть мой план заключался в том, чтобы просто скинуть ему хотя бы наш альбом, когда он выйдет, и, может быть, вдруг он его услышит, и ему будет просто приятно, что какие-то чуваки настолько вдохновились вообще кранком, именно влиянием кранка из Атланты, потому что все-таки он зародился в Мемфисе, но именно тот стиль, в котором я его услышал, это был именно кранк из Атланты. Конечно, это Лил Джон. Я бы хотел поработать с Yo Gotti, я бы хотел поработать с Crime Up и с Youngbloods в полном составе. Также в планах делать больше экранизаций на
треки с альбомов, которые получаются. В планах съездить также в Штаты, встретиться в реальности с людьми, с которыми мы поработали, с которыми выстроились уже какие-то определенные отношения. Делать больше концертов, двигать кранк, культуру вперед, взаимодействовать, сотрудничать с кранк-артистами или ребятами, которые хотят делать кранк из разных стран. И просто развивать эту культуру и делать свой вклад в это. Я считаю, что мы уже всем доказали, что все возможно и всегда стоит идти вперед и добиваться своих целей. Йоу. Вся музыка циклична. То, что было модно 10 лет назад, не модно сейчас, будет модно еще через 10 лет. Поэтому я думаю, что немножко видоизмененный, возможно, вид кранка, он будет актуален. Он будет актуален, потому что трэп уже практически 10 лет, да, является самым таким трендовым стилем. Он сейчас будет уходить, и, я думаю, будет в сторону кранка все-таки ответвляться. И что-то будет, какие-то параллели оттуда браться, мне так кажется. Шараут всем артистам, продюсерам, исполнителям, которые участвовали в альбоме Watermelon Sugar. Огромный вам респект. Спасибо всем, кто слушает альбом, продолжает его слушать на всех стриминговых площадках. Вы принесли очень много прослушиваний. И когда есть такой фидбэк, хочется делать это дальше, мы будем делать дальше это для вас. Следующий альбом не за горами, скоро несколько клипов, следующий альбом. С вами был Big Grand, всем кранк. Йоу, ребята, ну что, вот мы, в принципе, подошли к концу. Мое имя Double Mint, Big Grand. Хочу отдать огромный шараут, огромный респект всей большой команде, которая трудилась над созданием этого альбома. В первую очередь, это моя жена Алла, это Павел Березовский, который сводил, делал миксинг, мастеринг всего альбома, сделал из него настоящую конфетку. Дмитрию Логану хочу выразить отдельный шараут, потому что это тот человек, который, в принципе, сделал наш фирменный стиль, который делает для нас все клипы, который продумывает какие-то моменты по нашему визуалу. Всем, кто нас поддерживал, всем исполнителям, которые приняли участие в написании этого альбома, которые помогли в какой-то момент, поверили в нас чуть больше, чем мы даже в себя верили, то есть просто сделали шаг нам навстречу, открыли определенные двери, и мы реально смогли поставить Минск на карту хип-хапа чуть-чуть по-другому. Такие Кизару в Беларуси, yeah. Что-то типа того. Let's go, get crunk, давайте делать кранк повсюду, давайте объединяться, давайте любить друг друга, давайте перестанем убивать друг друга, давайте просто тусоваться в клубе, наслаждаться музыкой, обнимать своих женщин и просто зажигать по-новому. Let's go!